песках возле Гизы обнаружили устройство, которое, по мнению исследователей, могло вырабатывать энергию. Звучит как сюжет фантастического фильма, но находка вполне реальна. И то, что скрывалось под землей, способно перевернуть все наше представление о древних цивилизациях. Все началось прозаично. Ранней весной, километрах в 3 к юго-западу от плато Гизы, дорожная бригада прокладывала новую трассу к строящемуся туристическому комплексу. Ранней весной, километрах в 3 к юго-западу от плато Гизы, дорожная бригада прокладывала новую трассу к строящемуся туристическому комплексу. Экскаватор зацепил что-то твердое на глубине около 6 метров. Там, где по всем расчетам должен был идти обычный известняк. Ковш вышел из земли с куском гладкой обработанной плиты. Не природный камень. Ровные грани, следы инструмента, а по краю непонятная выемка, будто под какое-то крепление. Работы остановить. По египетским законам любая находка старше 100 лет требует вызова археологов. И через 2 дня на место приехала группа из Каирского университета. Возглавлял ее человек, которого мы будем называть по фамилии. Профессор Хасан. Специалист по эпохе Древнего Царства с 30-летним стажем. Он честно признался коллегам, что ехал без энтузиазма. Возле Гизы каждый год натыкаются на обломки гробниц и остатки рабочих поселений, и большинство находок расходятся по описям без всякой сенсации. Но то, что бригада откопала за следующую неделю, заставило его пересмотреть все планы. Плита оказалась не одна. Под ней шла целая камера, вырубленная в скальной породе и запечатанная сверху слоями кладки. Внутри, в сухом воздухе, который тысячелетиями не пропускал влагу, стояла конструкция, не похожая ни на что из известного каталога древнеегипетских артефактов. Каменное основание в форме чаши, а над ним вертикальный стержень из темного металла, вокруг которого спиралью обвивались тонкие пластины. Между пластинами сохранились остатки вещества, похожего на смолу, но структура его была слоистой. Хасан позже говорил, что первой его мыслью было «это подделка». Кто-то закопал сюда современный механизм, чтобы устроить скандал. Но геологи, изучившие слой над камерой, дали однозначный ответ. Кладка не вскрывалась минимум 3000 лет. Никто не мог подложить сюда ничего в новейшее время. Все, что лежало внутри, попало туда вместе с теми, кто строил эту камеру. Дальше начались странности. Все, что лежало внутри, попало туда вместе с теми, кто строил эту камеру. Дальше. Когда один из ассистентов случайно замкнул металлическим щупом 2 пластины конструкции, прибор в его руке, обычный мультиметр, которым проверяли влажность, показал слабое, но устойчивое напряжение. Доли вольта — ничтожная величина, которую можно списать на что угодно. Но замер повторили еще раз и еще при разных условиях. Стрелка каждый раз оживала. Именно тогда кто-то из молодых сотрудников вслух произнес слово, от которого у Хасана, по его собственным словам, похолодело внутри. Слово это было «батарея». Идея звучала абсурдно. Электричество в эпоху, когда, как нас учили в школе, люди только-только освоили обработку меди. Но профессор вспомнил одну вещь, о которой в академической среде говорить не любят. Еще в 1938 году в окрестностях Багдада нашли похожие сосуды, глиняные кувшины с металлическими стержнями внутри. Их прозвали багдадскими батареями, и до сих пор спорят, могли ли они действительно давать ток. Большинство ученых отмахиваются. Совпадения, ритуальные предметы, что угодно, только не источник энергии. Но то, что стояло перед Хасаном в каирской лаборатории, было сложнее любого кувшина. Здесь была продуманная система. Основание, стержень, спираль из пластин, изолирующее вещество между ними. Слишком много инженерных решений для случайного совпадения. Кто-то это спроектировал. Кто-то понимал, что делает. И оставался главный вопрос, ответа на который у команды пока не было. Если эта штука действительно вырабатывала ток, зачем? Для чего людям, у которых по всем учебникам не было ни лампочек, ни моторов, ни проводов, понадобился источник электричества? Что они собирались им питать? Хасан распорядился отправить образцы вещества и металла на полный анализ в 3 независимые лаборатории. Там в Каир, в Германию и в Соединенные Штаты. Он хотел исключить любую ошибку, прежде чем произнести хоть слово публично. Результаты обещали прислать через месяц. Но уже через 11 дней из немецкой лаборатории пришло письмо, которое он не показывал никому почти сутки. В нем было всего несколько строк немед, и они не укладывались ни в одну известную ему схему древнего мира. Немецкие специалисты сообщали, что темный стержень внутри устройства не медь и не бронза, как ожидала команда. Это был сплав железа с необычно высоким содержанием никеля. Такой состав в природе встречается почти исключительно в одном месте — в метеоритном железе. То самое небесное железо, которое древние египтяне ценили дороже золота и называли особым словом, буквально означавшим «металл с неба». Из него делали редчайшие ритуальные предметы, вроде кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона. Но кинжал — это украшение. А здесь метеоритное железо кто-то вытянул в тонкий равномерный стержень и поместил в центр конструкции, где он выполнял явно техническую роль.
Второе наблюдение из письма было еще интереснее. Изолирующее вещество между пластинами оказалось не смолой. Химики определили в нем соединение на основе битума, смешанного с растертым кварцем и еще чем-то, что они пока не смогли разложить на составляющие. Смесь была рукотворной. Никакая случайная порода не дает такого сочетания. Кто-то намеренно подбирал материал, который не проводит ток, иначе говоря, изолят. А понимание того, что одни вещества проводят электричество, а другие нет, это уже не случайная игра с камнями. Это знание. Хасан собрал команду и поставил задачу, от которой у половины сотрудников вытянулись лица. Он хотел восстановить работу устройства. Не оригинал, к нему было запрещено прикасаться сверх необходимого, а точную копию из тех же материалов. Не оригинал стопе, к нему было запрещено прикасаться сверх необходимого, а точную копию из тех же материалов. Металлург из Александрии взялся выплавить стержень из железа с тем же составом. Пластины отлили по слепкам. Изолятор смешали по формуле немецкой лаборатории. На все ушло около 2 месяцев. Когда копию собрали и залили в чашу основания слабый раствор винной кислоты, такой же уксус или скисшее вино были доступны египтянам в любом хозяйстве. Произошло то, ради чего затевалась вся работа. Мультиметр показал напряжение уже не в доли вольта, почти 1,5 вольта на одном элементе. А когда несколько копий соединили последовательно, стрелка уверенно поднялась к 4. Этого хватало, чтобы заставить светиться маленький современный светодиод. В лаборатории повисло молчание. Люди с университетскими степенями смотрели, как крошечный огонек горит от устройства, собранного по образцу 3000-летней давности. Один из ассистентов тихо сказал, что теперь понятно, почему на стенах некоторых храмов встречаются те самые странные изображения. Вытянутые предметы, похожие на колбы с извивающимися линиями внутри, которые энтузиасты давно окрестили лампами Дендер. Официальная наука всегда объясняла их как символические цветки лотоса. Но теперь, глядя на светящийся диод, объяснение про лотос казалось уже не таким убедительным. Хасан, однако, оставался осторожен. Он понимал, что одна работающая копия не доказывает, будто древние освещали свои дворцы электричеством. Ток был слабый, элемент быстро истощался, кислота высыхала. Для реальной подсветки понадобились бы десятки таких устройств и постоянное обслуживание. Это выглядело скорее как эксперимент, чем как повседневная технология. Но эксперимент? Кем и зачем? Ответ он начал искать в самой камере, где нашли устройство. Ее изучили заново, сантиметр за сантиметр. И на одной из стен, скрытой под тонким слоем осыпавшейся штукатурки, проступили знаки. Не полноценная надпись, а короткая строка иероглифов рядом с изображением руки, держащей тот самый предмет чар. Эпиграфист команды переводил ее 3 дня, сверяясь со словарями и советуясь с коллегами. Перевод получился неполным, с несколькими спорными местами, но общий смысл читал. В строке говорилось о силе, что живет в металле, и о человеке, который поймал дыхание, заключил его в камень. В строке говорилось о силе, что живет в металле, и о человеке, который поймал дыхание богов и заключил его в камень. Имя этого человека тоже было указано. Оно не принадлежало ни одному известному фараону, ни одному верховному жрецу из тех, что записаны в списках. Это было имя, которого нет в исторических таблицах. Незнакомец, чье дело сохранилось, а сам он выпал из памяти на 3000 лет. Хасан отправил фотографию иероглифов пожилому коллеге в Луксор, лучшему в стране знатоку редких имен и титулов эпохи. Тот перезвонил в тот же вечер, и голос у него был непривычно взволнован. Он сказал, что видел это имя раньше, единственный раз. В обрывке папируса, который хранится в запасниках музея и никогда не выставлялся, потому что текст на нем считали то ли поздней подделкой, то ли бредом. В том папирусе описывалось нечто, во что никто из серьезных ученых не верил. И теперь этот текст, кажется, переставал быть выдумкой. Папирус достали из запасника уже на следующей неделе. Его хранили в отдельной климатической витрине, свернутым в трубку длиной чуть больше метра, и разворачивали крайне редко. Хрупкие волокна крошились от каждого прикосновения. Текст на нем был записан иеротическим письмом, скорописью жрецов, и переводом занялись сразу 2 специалистов, чтобы исключить ошибки. То, что они прочитали, объясняло, почему коллеги десятилетиями держали этот документ подальше от глаз публики. Папирус описывал работу мастерской при храме, где несколько человек, их называли хранителями искры, изготавливали предметы, дающие ту самую силу в металле. Текст перечислял ингредиенты почти как рецепт. Небесное железо, кислое вино, растертый камень, черная смола. Указывались пропорции. Говорилось, что предметы нужно кормить свежим вином, когда сила в них ослабевает, и любой, кто хоть раз менял кислоту в самодельной батарее, узнает в этом описании обслуживание гальванического элемента. Но главным был не рецепт. Папирус объяснял назначение. Сила, по словам жрецов, применялась не для света. Ее использовали в лечении. Больного укладывали и к его телу подводили металлические концы, чтобы изгнать боль и вернуть. Иными словами, речь шла о примитивной электротерапии. Слабый ток пропускали через тело, снимая мышечные спазмы и боль. Это не выдумка фантаста. Такое применение электричества реально существовало, только человечество официально пришло к нему лишь в 18 веке, когда врачи начали лечить параличи разряда. Египетский папирус описывал похожую практику
технику за тысячи лет до этого. Хасан понимал, что делает шаг на очень тонкий лед. В его руках оказалась не просто занятная древность, а свидетельство, ставящее под сомнение целую главу истории науки. Он знал, как реагирует академическое сообщество на подобные заявления. С недоверием, часто справедливо. Слишком много раз громкие сенсации оказывались подделками или неверными трактовками, поэтому он решил проверить самую конкретную деталь, которую можно было проверить. Лечебный эффект. Команда обратилась к нейрофизиологам из медицинского центра в Каире. Поэтому он решил проверить самую конкретную деталь, которую можно было проверить здесь – лечебный эффект. Те, услышав задачу, сперва отнеслись к ней скептически, но согласились помочь. Собрали установку из восстановленных копий устройства, дающую те самые несколько вольт, и провели серию замеров на добровольцах с хроническими мышечными болями, разумеется, с их согласия и под контролем врачей. Ток был настолько слабым, что не представлял никакой опасности. И результат оказался в точности таким, как описывал Папирус. При подведении контактов к напряженной мышце спазм действительно ослабевал, а испытуемые отмечали снижение боли. Ничего чудесного. Обычная физиология, которую сегодня используют в физиотерапии под названием электростимуляция. Но 3000 лет назад кто-то дошел до этого сам методом наблюдения и опыта. Теперь картина складывалась в нечто цельное и от этого еще более поразительное. Древние мастера не строили электростанции и не освещали города. Легенда о том, что пирамиды работали как гигантские генераторы, оставалась красивой фантазией без единого доказательства. Реальность была скромнее, но в каком-то смысле удивительнее. Небольшая группа людей при храме открыла способ получать электрический ток, поняла разницу между проводниками и изоляторами, научилась соединять элементы для усиления эффекта и нашла этому практическое применение в медицине. Целое направление знания, которое существовало, работало и исчезло, не оставив следа в основной истории. Именно это исчезло не давало Хасану покоя. Если технология действительно работала и приносила пользу, почему она не распространилась? Почему о ней не писали на видных стенах храмов? Почему ее не переняли соседние народы? Почему она не дожила хотя бы до греков, которые впитывали египетскую мудрость с жадностью? Знание такого масштаба не растворяется само по себе. Что-то должно было его оборвать. Ответ снова прятался в папирусе. В его последней, самой поврежденной части, где волокна почти рассыпались, и текст читался с трудом. Там речь шла уже не о рецептах и не о лечении. Там говорилось о запрете. О том, что хранителям искры было велено прекратить свое дело, а сами предметы силы спрятать под землей, подальше от людских глаз. И причина, которую называл писец, оказалась совсем не той, какую ожидала команда. Причина запрета, как ее изложил писец, была не технической и не политической. Она была религиозной. Жрецы других храмов, тех, что стояли выше по влиянию, объявили силу в металле святотатства. По их убеждению, дыхание богов не должно было находиться в руках человека, тем более запертым в камне и вине. Способность оживлять онемевшее тело, снимать боль, заставлять мышцы вздрагивать от невидимого прикосновения выглядела как присвоение божественной власти. И это сочли опасным не для тела, а для порядка вещей, где чудеса творят только боги и их посредники, а не мастера в подсобной мастерской. Хасан отправился обратно к найденной камере, чтобы перечитать стены новым взглядом. И то, что раньше казалось случайным набором изображений, теперь выстроилось в понятную последовательность. На левой стене высочая рука, держащая чашу, знак ремесла. Дальше. Фигуры людей, лежащих под подведенными к ним линиями. Сцена лечения. А ближе к выходу, там, где штукатурка сохранилась хуже всего, обнаружилось изображение, которое эпиграфист поначалу принял за повреждение. А ближе к выходу, там, где штукатурка сохранилась хуже всего, обнаружилось изображение, которое эпиграфист поначалу принял за повреждение. Приглядевшись, он понял, что это намеренный знак. Фигура с занесенной рукой, стирающая или зачеркивающая предыдущие сцены. Символ уничтожения. Кто-то не просто спрятал устройство, но и оставил на стене отметку, что дело это осуждено и закрыто. Особенно зацепила команду одна деталь. Имена. В египетской традиции стереть чье-то имя с памятника означало обречь человека на второе, окончательное исчезновение, лишить его существования в вечность. Это была высшая форма наказания, применявшаяся к предателям и еретикам. И на стене камеры имя того самого мастера, поймавшего дыхание богов, было выскоблено. Не все, то есть в одном месте оно уцелело, потому что тот, кто стирал, видимо, его не заметил под слоем штукатурки. Именно этот единственный уцелевший знак и позволил Хасану связать находку с папирусом. Если бы скребок жреца прошел на пару сантиметров левее, никто бы никогда не узнал, кто это построил. Возникал вопрос о датировке всей истории. Радиоуглеродный анализ битумного изолятора и остатков органики в чаше дал диапазон Двишот, примерно 13 век до нашей эры. Это конец эпохи нового царства, время после великих строек, когда Египет уже клонился к внутренним смутам. Эпоха, богатая на религиозные потрясения. Всего за 1,5 столетия до этого страну перевернул фараон Эхнатон, попытавшийся заменить всех богов одним солнечным диском. После его смерти жрецы старых культов вернули власть и с яростью стерли все, что напоминало о его реформе.
Сбивали имена, разрушали храмы, вычеркивали его из списков царей. Египет уже знал, как уничтожают неугодную идею почастую. Мастерская хранителей Искры попала под ту же машину, только в меньшем масштабе, без летописей и скандала. Это объясняло главную загадку. Дальше, почему знание исчезло бесследно, оно не растворилось само. Его вырезали. Устройство спрятали под землей, мастерскую закрыли, имена стерли, а тех, кто помнил рецепт, заставили молчать. Через 1-2 поколения не осталось никого, кто мог бы повторить опыт, а записи легли в запасник, где их сочли бредом. Технология, обогнавшая свое время на тысячелетия, погибла не от того, что не работала, а от того, что работала слишком хорошо и напугала не тех людей. Хасан собрал все нити воедино и понял, что держит в руках не просто артефакт, а редчайший случай, когда сохранилась вся цепочка. Само устройство, рецепт его изготовления, описание применения, причина запрета и физическое доказательство уничтожения на стене. Такое совпадение почти невероятно. Обычно от подобных историй остается в лучшем случае один обломок, из которого спорщики лепят десяток взаимоисключающих версий. Здесь же было все сразу. Оставалось последнее — убедить в этом мир. И Хасан понимал, что именно на этом шаге все может рухнуть. Он готовил публикацию, собирал результаты 3 лабораторий, заключения медиков, переводы. И как раз в тот момент, когда материалы были почти готовы к отправке в научный журнал, к нему в кабинет пришел человек из министерства и положил на стол документ, после которого история чуть было не оборвалась совсем иначе, чем все ожидали. Документ был распоряжением о временном засекречивании находки. Формулировка сухая. До окончания полной экспертизы материалы камеры и все связанные с ней данные объявлялись предметом государственного значения. Публикации приостанавливались. Сан читал бумагу и чувствовал, как все, ради чего работала команда, повисает в воздухе. Он спросил напрямую: почему? Чиновник ответил уклончиво: слишком велик риск, что находку истолкуют неверно, что вокруг нее поднимется шумиха про инопланетян и утраченные суперцивилизации, а Египет снова станет посмешищем для любителей сенсаций. Страна уже устала от псевдоученых, годами доказывающих, что пирамиды построили пришельцы. Министерство не хотело давать им новый козырь. В этом была своя логика, и Хасан ее понимал. Но за осторожной формулировкой он разглядел кое-что еще. Настоящий страх был не в инопланетян. Настоящий страх был в том, что находка бьет по фундаменту, на котором держится вся выстроенная картина древнего мира. Учебники, музейные таблички, десятилетия лекций — все говорило, что электричество открыли в новое время, что древние были гениальны в архитектуре и математике, но в электрических явлениях не понимали ничего. Признать обратное означало не просто добавить абзац в книгу. Означало признать, что история науки местами написана с провалами, что знание могло появляться и бесследно гибнуть, что... А это неуютно. Гораздо спокойнее объявить неудобный факт, требующим дополнительной проверки, и убрать в ящик, иногда на годы. Именно так, по иронии, повторялась ровно та же история, что случилось 3000 лет назад. Тогда жрецы спрятали устройство, потому что оно угрожало их картине мира. Теперь чиновники хотели спрятать его снова, потому что оно угрожало картине мира современной. Разные эпохи, разные причины, но жест один и тот же. Неудобное знание проще закопать, чем перестроить под него все остальное. Хасан отказался молчать. Он понимал, чем рискует. Карьерой, доступом к раскопкам, отношениями с министерством. Но у него на руках были заключения 3 независимых лабораторий из 3 стран. И это была его страховка. Он разослал предварительные данные ключевым коллегам за рубежом, то есть не для скандала, а чтобы информация перестала существовать в единственном экземпляре, который можно изъять и потерять. Как только результаты оказались в нескольких руках сразу, засекречивать стало бессмысленно. Джин вышел из бутылки. И вот тут выяснилось самое важное. То, ради чего вообще стоило вести всю эту борьбу. Ответ на вопрос, который висел с самого начала. Что же на самом деле откопали под Гизой? Не генератор, питавший пирамиды, этого не было и в помине, и не доказательство визита пришельцев. Откопали нечто честнее и в 1000 раз ценнее любой фантазии. Реальное свидетельство того, что обычные люди, египетские мастера позднего нового царства, без всяких небесных наставников, своим умом и наблюдательностью дошли до электрического тока. Поняли, что определенные металлы в кислой жидкости дают силу. Сообразили, как ее усилить, соединив элементы. Нашли ей применение в лечении тел. И сделали это за 2500 лет до того, как европейская наука подошла к тому же порогу. Когда данные начали расходиться по научному миру, реакция раскололась надвое, как и предсказывал Хасан. Часть исследователей встретила находку с восторгом. Наконец-то багдадские батареи и странные рисунки в храмах получали внятный контекст. Наконец-то разрозненные намеки складывались в систему. Другая часть встала стеной, требовали повторных экспертиз, оспаривали датировку, искали в переводах ошибки. Кто-то прямо обвинял команду в погоне за сенсацией. Хасан к этому был готов. Он повторял одно: не верьте мне на слово, проверяйте сами. Вот образцы, вот формула, соберите копию и убедитесь. Устройство, дающее ток, можно воспроизвести в любой лаборатории мира. Оно либо загорается, либо нет. И оно загоралось. Самым тихим и самым сильным моментом во всей этой истории стало не сражение
расторжения с министерством и не споры в журналах. Им стал тот единственный уцелевший знак имени на стене. Имя мастера, которого 3000 лет назад приговорили к вечному забвению, выскоблили отовсюду, куда дотянулся скребок. Жрецы сделали все, чтобы этот человек исчез навсегда. И вот, спустя 3000 его имя снова произносили вслух – Каира. Наказание, задуманное как окончательное, дало сбой. Человек, стертый из вечности, вернулся в нее через тонкий слой незамеченной жрецом штукатурки. Публикация все-таки вышла. В специализированном журнале по археометрии с длинным осторожным заголовком, в котором не было ни слова «генератор», ни слова «сенсация». Только сухая констатация. Обнаружен и воспроизведен древний гальванический элемент из метеоритного железа, датируемый концом Нового Царства, с сопутствующим текстовым описанием изготовления и применения. Ни намека на папу. Но специалисты, читавшие между строк, понимали, что это одна из самых громких археологических публикаций десятилетий. Министерство, увидев, что данные уже разошлись и скрывать нечего, сменило тактику. Из противника оно превратилось в союзника. И это оказалось выгоднее. Находку решили выставить. Через год после первого удара экскаватора устройство заняло отдельную витрину в Каире, рядом с копией, которую посетителям разрешалось увидеть в действии. По расписанию несколько раз в день служитель заливал в чашу винную кислоту, соединял элементы, и маленький светодиод, вмонтированный в стенд, загорался. Люди стояли и смотрели, как древняя технология зажигает современную лампочку. Очередь к витрине не иссякала. Спор в научном сообществе не утих. И, честно говоря, не утихнет еще долго. Скептики продолжают настаивать, что один работающий элемент не доказывает существование целой отрасли знания, что папирус мог быть записан позже, чем изготовлено устройство, что совпадения бывают. Хасан с этим не спорит. Он сам первым говорит, что не стоит делать из находки больше, чем она есть. Это не значит, что египтяне освещали улицы или заряжали механизмы. Это значит ровно одно. Они наткнулись на электрический ток, поняли часть его свойств и применили на практике. Не больше и не меньше. И этого достаточно, чтобы переписать пару абзацев в истории наук. Багдадские батареи, к которым десятилетиями относились как к курьезу, теперь пересматривают заново. Несколько музеев подняли из хранилищ похожие предметы, лежавшие без описания, и отправили на новую экспертизу. Появились первые публикации, предполагающие, что подобные устройства могли существовать в разных точках древнего мира, независимо друг от друга, что человек не раз подходил к порогу электричества и не раз отступал от него, потому что не находил применения или встречал запрет. Судьба самого мастера так и осталась неизвестной. Папирус не говорит, что с ним сталось после закрытия мастерской. Казнили ли его, изгнали или просто заставили забыть ремесло. Известно лишь, что его дело пережило его на 3000 лет, хотя жрецы приговорили и человека, и его изобретение к полному исчезновению. Приговор не исполнился. А самая последняя деталь этой истории обнаружилась уже после публикации, когда камеру готовили к консервации. Реставраторы, снимая последние фрагменты осыпавшейся штукатурки с той самой стены, нашли под ней еще один слой, более старую поверхность, которую заштукатурили при закрытии мастерской. И на ней в углу, у самого пола, куда почти не падал свет, сохранился крошечный процарапанный рисунок. Не иероглиф, не официальный знак. Грубая торопливая линия, явно сделанная не резцом мастера, а чем-то острым. Простая фигурка человека, держащего над головой чашу, из которой вверх расходятся короткие лучи. Кто-то, возможно, сам изгнанный мастер, возможно, его ученик, в последние часы перед тем, как камеру засыпали землей, оставил на стене свой знак. Не для богов и не для жрецов. Для того, кто когда-нибудь войдет сюда снова и поймет, что здесь горел свет.